Всем привет, с вами Евгений, вы на канале Лысый из МТ. Смартфоны с 3 камерами — это норма, обыденность. А вот в мире видеорегистраторов 3 камеры — это что-то на премиальном. В левой руке у меня самый крутой на сегодня регистратор, который вы можете приобрести. Dashcam 4K T800 от 70 май. А в правой руке его младший брат Dashcam T400. Самый крутой регистратор обещает съемку в честном 4К разрешении, всесторонний обзор, он смотрит вперед, назад и в салон, ультимативную читаемость номеров днем, ночью, может работать как круглосуточный охранный комплекс. У моей тещи Джили-Манджаро, и я давно искал толковый регик для него и походу нашел. Мы эти регистраторы ставили именно в Джили-Манджаро. Кто такие 70 май? У Денчика в Рио висит старенький 70 май, и он до сих пор работает без нареканий, только положительные отзывы от него. 70 май — это китайская технологическая компания, основана в 2016 году. Она специализируется на производстве умной автомобильной электроники, видеорегистраторы, пускозарядные устройства, автомобильные компрессоры, системы контроля давления в шинах, поняли, они, шарят за аксессуары в тачке. Посмотрите на характеристики. Мы решили дать их в виде такой сравнительной таблицы, чтобы было понятно, в чем и насколько топовая модель T800 круче младшей версии и стоит ли конкретно в вашем случае как-то доплачивать, переплачивать, да? Итак, у T800 более крутые сенсоры на передней и задней камерах. Соответственно, качество записи заметно выше, плюс есть поддержка HDR на всех 3 камерах, а не только на основной, на передней. Что еще? Больше экранчик, мощнее процессор, есть система помощи водителю, возможность удаленного мониторинга и обнаружения движения, и не только. Разница в цене между ними кратная, но она тотально обоснована. Условно говоря, 10 тысяч и 30 тысяч рублей. Но точный прайс предлагаю посмотреть на Озоне по ссылке в описании, потому что может быть какие-то акции, может быть курс. Посмотрите, пройдите и решите для себя. Да? Отличия есть в комплектах. T800 Premium Set включает в себя регистратор, камеру заднего вида RC41, крепежную площадку, блок питания в прикуриватель с 2 USB-портами, 2 кабеля USB-C, толстые для задней камеры, тонкий для питания основного регистратора, инструмент для демонтажа обшивки, 4 антистатических стикера на стекло, 2 запасные наклейки, пару инструкций и... Автомобиль! Нет, не автомобиль, а карта памяти на 256 гигабайт, что тоже отличная новость, докупать больше ничего не надо для премиум сета. И, кстати, есть еще вариант T800 подешевле, T800 HDR Set, у него карточка памяти меньше объемом и задняя камера попроще, RC24. Сенсор Sony IMX662, запись только Full HD 30 кадров в секунду, угол обзора 130 градусов. Разница в цене между премиум сет и HDR Set около 6-7 тысяч рублей, но опять же смотрите точный прайс по ссылке. У модели T400 комплект еще проще. Там другая задняя камера RC21, посмотрите, насколько она отличается, я думаю, все прекрасно видно, да? У зарядника T400 одно гнездо USB, кабель для подключения задней камеры с проприетарным разъемом и карты памяти вообще нет. Нужно докупать отдельно или доставать из закромов. Это у них полные комплекты или надо что-то еще докупать? В идеале, чтобы все сделать четко, нужно приобрести один из установочных комплектов, чтобы реализовать полноценный скрытый монтаж с подключением к бортовой сети автомобиля. Их на текущий момент 3 на выбор, да? Номер 1 включает 2 кабеля прямого подключения Hardware Kit UP03 и Hardware Kit UP06. Первый кабель — это простой, с порогом отключения 11,2 вольта. Сейчас он перед вами, друзья. Второй — с 3-уровневой регулировкой отключения при низком напряжении АКБ 11,8, 12,1 или 12,4 вольта. Они подключаются через блок предохранителей. Для простого кабеля нужно будет докупить еще разветвители предохранителей. Второй комплект жесткого подключения 70 май OBD2. Более понятный вариант для неспециалистов в автоэлектрике, вроде меня. Да? Находим в автомобиле диагностический разъем, подключаем кабель и все, вы восхитительно, друзья. Такой комплект имеет 4 уровня регулировки отключения: 11,6, 11,9, 12,2, 12,5 вольта. И третий комплект кабельный 4G, Hardware Kit UP04 со слотом для сим-карты. Данный комплект совместим с 4К A810, 4К T800 и Omni. Я считаю, что это must-have для топовой версии 4К T800, ибо без него не будут работать функции удаленного доступа, типа поиск авто на парковке, удаленный мониторинг и все, что с ними связано. Но если вам они не нужны, то, соответственно, этот комплект более дорогой не нужен. При наличии прямых рук и интернета скрытый монтаж можно осуществить самостоятельно. Инструкции найдете, все там сделаете, да? В противном случае лучше, конечно, заехать в сервис к специалистам. Установка не такая уж дорогая будет, но вы будете уверены, что все будет хорошо. Если, конечно, это не какие-то там рукожопы, да? Рукожоп детейлинг.
Визуально регистраторы отличаются друг от друга и достаточно сильно. Вот T800 более массивный, визуально похож на большую часть регистраторов А-серии, только основная камера переехала в центр корпуса, а салонная встала на ее место в поворотную часть вот справа. Вот справа, если вот так вот держите, да, это получается будет в салон смотреть. Крепится к стеклу в одном положении, а угол наклона регулируется у самих камер. То есть камеры вверх-вниз можно поворачивать. На торцах сверху два разъема USB-C для подачи питания и подключения задней камеры. Слева кнопка питания со светодиодной подсветкой, динамик, слот microSD и вентиляционное отверстие. Справа микрофон на основной части корпуса и вентиляция на вот этой вот поворотной башенке. Снизу еще вентиляция и какой-то датчик. Я предположу, что датчик освещения, возможно. На тыловой стороне расположился 3-дюймовый вот такой вот экран с кнопками управления под ним. Модель T400 более компактная, она длинная, узкая. Наклон передней камеры, которая смотрит на дорожный поток, да, регулируется наклоном регистратора. То есть вот к стеклу крепится и дальше вы регулируете. Салонная камера регулируется независимо от передней. Вот вверх-вниз. На передней части находится основная камера, динамик, в нижней части корпуса расположились кнопки для управления, вот здесь вот, и микрофон. Слева можно найти два разъема USB-C, а сверху находится щель под microSD, вот здесь она. Подключение проводов у T800 реализовано лучше. Удобнее прятать провода, которые идут параллельно стеклу, плюс ничего не торчит сбоку. Они вот туда вверх выводятся и прячутся сразу. А у T400, соответственно, в бок. Чтобы выжать максимум из крутой матрицы, нужны не менее продвинутые технологии обработки изображения. И 70Mi есть что предложить. Вот. Технология 70Mi Night Owl Vision отвечает за баланс экспозиции, снижение уровня шума и устранение бликов. 70Mi Lumi Vision продлевает время экспозиции и повышает ISO для обеспечения видимости при дневном свете. My Color Vivid Plus Solution позволяет адаптироваться к различным условиям освещения, обеспечивая детализацию в формате 4К при движении с подсветкой, переходах через туннели или в суровых погодных условиях. Что до самой записи, то у 4К T800 есть 3 режима для передней камеры, которая смотрит на дорогу, да, можно писать в 4К 30 или Full HD 30 с активным HDR или 4К 60, но без HDR. Это без подключения задней камеры. Если подключить заднюю камеру сюда, то 4К 60 пропадет. Лучший вариант, как по мне, это 4К 30 FPS с HDR. Номерные знаки лучше всего видно при такой настройке, что днем, что ночью, при попадании на них света. Салонная камера пишет в Full HD 30 FPS с HDR. Комплектная задняя камера может в 4К 30, Full HD 30 и все с HDR. Вот. Разрешение записи у T400 можно поменять только для передней камеры. Точнее, можно снизить с 2К до Full HD. Остальные пишут только в Full HD. И салонная камера, и задняя получается. У обоих регистраторов салонный модуль оснащен ИК-подсветкой, ее не видно, но в темное время суток она подсвечивает салон, и вы типа такие там сидите черно-белые, как будто Night Vision на вас направили. Немножко забавно, вот как будто в зрении этого хищника попали. Но есть нюансик, друзья. Задняя камера у T800 очень сильная, однако она не поддерживает фирменные алгоритмы выделения автомобильных номеров. Поэтому для экономии места на флешке можно понизить разрешение записи именно для задней камеры до Full HD. А если место позволяет, то оставляйте высокое разрешение. Продолжительность записи у обоих одинаковая, от 1 до 3 минут. Для видосов с каждой камеры предусмотрена своя папка, вы там не запутаетесь. Дополнительно есть еще для происшествий и папка для режима парковки. Запись происшествия начинается по срабатыванию G-сенсора, который имеет 5 уровней настройки чувствительности. Еще эти регистраторы поддерживают расширенную буферизированную запись происшествия во время движения, которая может писать до 3 минут до происшествия, получается, и 30 секунд после, что дает более полную картину событий, что там предшествовало, что случилось после. Короче, вот полное понимание будет. У младшей модели этой функции нет, но у старшей она имеется. Функция ADAS – Advanced Driver Assistance Systems. Чтобы она заработала, нужно проехать несколько минут на скорости 40 км плюс. Вот едете, и она запускается, там, анализирует, что происходит, калибруется, короче. Система ADAS практически во всех относительно свежих автомобилях имеется в той или иной степени. Это адаптивный круиз, система удержания в полосе, автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон. Вот эти действия, конечно, регистратор делать не будет, он не умеет управлять автомобилем, но он будет предупреждать о возможных происшествиях, говорить о том, что там пешеходы идут,
выезд из полосы мониторит, сообщает о начале движения впереди идущего автомобиля. Если ваш автомобиль не оснащен такими функциями штатно, то можете положиться на подсказки регистратора. Вот. Если приобрели один из установочных комплектов Hardware Kit, то сможете воспользоваться парковочным режимом. У меня есть только UP03, вот самый простой, да, поэтому будем оставаться без уведомления о происшествиях на телефон из приложения, они не будут приходить. Без слежки за расположением автомобиля на карте останемся и без статистики АКБ тоже останемся. И с самым простым установочным китом не будет доступа к камерам онлайн, потому что нет интернета. Тем не менее, даже с простым режимом будет идти запись видео по удару с минимальной задержкой начала записи. Происходит съемка таймлапса и роликов с подозрительными людьми, которые там что-то шастаются. Регистратор анализирует действия проходящих рядом с автомобилем людей. И если они ведут себя как-то подозрительно, что-то смотрят на вашего коня, как-то, не знаю. Регистратор активирует турель и пишет сразу с 3 камер. Что в салоне происходит, спереди, сзади, все анализирует. Передняя камера является главной и подает команду для начала записи остальным. Если вот спереди что-то произошло, будет писаться, сзади уже нет. Таймлапс тоже 3-канальный. Частота записи 1 кадр в секунду. Каждые 15 минут видео сжимается до 1 минуты для экономии места. Практически такой охранный комплекс вот, организуется. Чтобы эти регистраторы работали бесперебойно, круглосуточно, у них стоят кнопочные батарейки и есть суперконденсатор. Заявленная рабочая температура от -10 до +60 градусов. Управление происходит с помощью кнопок, голоса или через приложение Semist.my. Интерфейс у обеих моделей идентичный, отличается только количество менюшек и настроек, зависящих от функционала той или иной модели. На главном экране есть ряд быстрых функций. С помощью кнопок можно быстро переключаться между камерами, отключать салонную камеру, отключать запись звука или наоборот включать, открывать меню настроек. С помощью голосовых команд можно быстро сделать фото, видео, аудиозапись, включить-отключить точку доступа или микрофон. Но включить микрофон голосом уже не получится, потому что он же типа отключается до этого. Вот такой вот расклад. Увы, на русском команды не понимает регистратор, только английский, итальянский, японский и китайский. Так, друзья, на живую демонстрация команд. Take photo. Record видео. Вот, случилась ДТПшка. Ты заорал, и он пишет. В отличие от T400, флагманская модель может выводить изображение с 3 камер сразу. Вот на экране превьюшка будет. Постоянную демонстрацию видео на экране можно заменить на часы или спидометр у обеих моделей. То есть, если вы не хотите смотреть, что там происходит на камерах, да, будет, значит, время, либо скорость. Приложение Semist.my весьма симпатичное и удобное. Все интуитивно просто, понятно. Пул настроек регистратора дублируется, поэтому настраивайте гаджет как вам удобнее. Есть целый отдельный раздел с руководствами пользователя, как по настройке эксплуатации, так и по установке парковочных комплектов. Снятые видеоролики можно посмотреть из приложения или скачать сразу на смартфон. Они сортированы по камерам, внутри папок с фильтром по дате или представлены в виде временной шкалы. У T800 при скачивании через приложение есть возможность наложения эффектов RAW Story с активной графикой работы системы ADAS. У T400 такой косметики нет. И, кстати, ролики весят немало. Вот. Качество съемки соответствует уровню устройств. У T800 установлена самая сильная матрица с работающими алгоритмами обработки изображения, которые позволяют считывать номерные знаки днем до 15-20 метров, а ночью выделять номерные знаки автомобилей, двигающихся как в попутном, так и во встречном направлении. T400 тоже хорошо видит номера в сложных условиях, но отличия между матрицами Galaxy Core и Sony, они заметны, прям как на смартфонах. Передача цвета, четкость изображения, большее расстояние читабельности номерных знаков, все это лучше у T800. Прям как на смартфонах, да, более дорогая модель с крутыми камерами снимает лучше. Вот это чудо, вот это вот неожиданность. Дневная съемка как в попутном направлении, так и во встречном у обоих отличная, на мой взгляд. Изображение четкое, там контраст естественный, тряски картинки нет. В общем, офигенно снимает для регистраторов, что я еще могу сказать. Видео с задней камеры у T800 заметно качественнее, и сенсор больше, и HDR выручает. Читабельность на большом расстоянии и устойчивость к бликам и контрового света тоже заметно выше. Но выделение номеров не распространяется на заднюю камеру, вот, а было бы вообще идеально, я считаю. Вблизи регистрационные знаки на T400 читаются, но в сложных условиях только при максимальном уже приближении, если мы говорим о задней камере, которая вот такая вот милипусечка. Записи с камер в салоне тоже радуют и днем, и ночью. Угол обзора он большой, достаточно все захватывает и водителя, и пассажиры там переднего, да, задний диван тоже нормально захватывается. Детализации более чем достаточно, лица пассажиров понятно где кто, и разговор, конечно, тоже пишется вполне понятно.
тест салонной камеры на младшей модели, которая смотрит в салон, да? Оцените звук, голос. Денис, давай, ты конфликтный, давай, говори, вези меня, мразь. Вези меня, лысый. Зацените заодно подвеску Жилика Манжера. Мы не по центральной ехали, по центральной, свернули. Давай пиво, как это в том самом небе. Ой, теща потом, это что такое? Выводы, друзья. Автомобильный регистратор – это своеобразный гарант личного спокойствия. И чем качественнее он выполняет свою работу, тем спокойнее тебе живется. Вот. С регистраторами 70 май градус переживаний можно снизить максимально. В дороге, на парковке, зимой, летом, днем, ночью, спереди, сзади и в салоне у вас всегда будет четкая видеозапись. Конечно, тьфу-тьфу-тьфу, лучше, чтобы вообще ничего не случилось. Но если что-то произойдет не по вашей вине, а дураков на дороге много, да, то у вас будут доказательства, что это не ваша вина, не ваш косяк. Я вообще, кстати, осуждаю людей очень сильно, которые, очевидно, не правы в ДТП, но врут в лицо и не признаются. С этими регистраторами вы сможете поставить их на место. Вот прям хорошо ататайм сделать. Людям, работающим в сфере перевозок, такси, автобусы, каршеринг, они будут полезны, конечно, в первую очередь. Но и в личное авто я бы обязательно такое поставил. Дураков на дороге с каждым днем такое ощущение, что становится все больше и больше. Не знаю, откуда они лезут, на свет что ли лезут. 70 май Dashcam T400 это отличная база для трехканальной съемки за свои 10 тысяч рублей, вот плюс-минус, да. А 70 май Dashcam 4K T800 предлагает ультимативное качество и функционал в районе 30-ки. Актуальную цену и на эту модель, и на эту смотрите по ссылкам в описании. Пишите, как вам эти регистраторы, делитесь своими историями, помогали ли вам как-то регики в решении вопросов по ДТП. Нам один раз помогло, я помню, что во дворе жена сдавала задним ходом и сосед сдавал задним ходом. Вот как-то две тачки сдавали, и жена по камерам в тачке увидела, что сосед тоже едет, затормозила, и буквально через 2 секунды сосед в нее врезался. Там какое-то повреждение было лайтовое, но вот приехали, получается, ГИБДДшники и сказали, что если наш автомобиль стоял, а соседский двигался, вот его и вина, поэтому он нам заплатил денежку. Ну, через страховку, вы поняли, да? Все сказал. С вами был Евгений, канал Лысый из МТ. Пока-пока и скоро увидимся.